Тема «Русские на Кавказе. Мифы и реальность» очень острая, поскольку тема и проблема жизни и бытия русских на Кавказе и используется в политических целях, и используется и часто эксплуатируется в информационном пространстве. Приходится слышать и эпитеты от самых резких: геноцид, Косово, Вандея, до таких самых сахарных и благожелательных, что ничего не происходит, и все нормально, и вообще говорить не о чем. На самом деле проблема, конечно, есть. Мы обсуждаем каждый народ на Кавказе, но, естественно, русские выделяются в особую некую группу, они выделяются самой и историей, самими обстоятельствами развития Кавказа, который вошел когда-то в Российскую империю, активно заселялся как военными, так и полувоенными социальными этническими группами, каким, например, относилось казачество. Процесс переселения казачества на Кавказ и в глубины Кавказа курировался как и имперской политикой, так и вынуждался, потому что некоторые группы казаков бежали, наоборот, от империи на Кавказ. Я сегодня просил бы от нашего заседания, от нашей конференции не столько митинговщины, не столько желания зажечь сердца и души, что достаточно легко и с чем мы очень часто сталкиваемся, сколько попытки на самом деле понять, в чем проблема, если эта проблема существует, а она очевидно существует, потому что о ней говорит слишком много людей. Как эту проблему вы описываете? Каковы реалии этой проблемы, мы поэтому и назвали мифы и реальность. И какие есть предложения, что с этим надо делать, если эта проблема существует, как эту проблему преобразовать в источник, из источника проблемы в источник силы, в источник развития. Я очень коротко представлю ситуацию русских общин в Карачаево-Черкесии и в Дагестане, именно в сельской местности. Все, что буду говорить, основано на моих полевых наблюдениях, тем самым неизбежно субъективно в той или иной степени. Ну вот, Карачаево-Черкесия, несколько районов, в том числе предгорные, горные, в том числе предгорные, горные районы, Зеленчукский, Урупский. Как там появились карачаевцы? В 1957 году возвращаясь из депортации, некоторые жили там же, в этих же районах, и буквально возвращаясь в свои села, там, где те, откуда они были депортированы, некоторые подселялись в казачьи станицы. Причем, как сейчас рассказывают пожилые русские жители, решение о том, чтобы разрешить карачаевцам селиться, подселяться в ту или иную казачью станицу, принимал, как правило, местный русский председатель колхоза, директор совхоза, как правило, принимал решение положительное, потому что нужны были животноводы. Далее, при этом, как правило, вот в советское время в этих смешанных станицах расселение было такое раздельное, ну, допустим, станица Сторожевая в советское время, казачья станица, через речку, буквально напротив, поселились карачаевцы. Там станица Преградная, райцентр Урупского района. Казачья станица, по краям возникло несколько карачаевских хуторов. В начале 90-х вот эта система расселения, она поломалась, и уже смешанно стали карачаевцы и русские селиться вот внутри этих станиц. Что сейчас там происходит? Ну, прежде всего, значит, я бы сказал, что в целом существование двух общин идет по весьма понятным правилам игры. Есть разделение постов в местном самоуправлении, там на таких должностях важных в селах, как там директор школы и так далее. Школы, кстати говоря, как правило, смешанные по национальному составу тоже. Вот, причем, как отмечают сами карачаевцы, они стремятся отдавать детей именно в смешанные школы, даже там, где есть школы чисто карачаевские. То есть каких-то таких национальных сегрегаций или явной сдачи позиций русской общины там, конечно, нет. Но все совершенно неблагостно, с другой стороны, потому что есть одна жалоба, которую приходится слышать чаще всего именно от русского населения вот этих районов Карачаево-Черкесии. Это жалоба на доступ к кредитным ресурсам.
А эта проблема вовсе не только для какой-то маленькой, простой людей, там, занимающихся или собирающихся заниматься крупным бизнесом. Это проблема для тех, кто просто хочет жить сельским хозяйством. Карачаево-Черкесия как раз одна из тех республик, может быть, единственная на Северном Кавказе, где весьма благоприятные внешние условия для сельского хозяйства. Там выделены паи, там была приватизация земель, но чтобы какое-то хотя бы мелкотоварное хозяйство свое создать, нужно не только свои паи использовать, нужно купить еще немножко земли, или хотя бы арендовать, нужно купить технику и так далее. Вот с этим проблема у русского населения, безусловно, по какой-то причине есть. Считаю, что данная конференция крайне важна, потому что она позволяет хотя бы сделать постановку вопроса, который крайне назрел, и вопроса, который в высочайшем смысле находится в интересах российского государства. Это сохранение и упрочение позиции русской части Кавказа, да, русских Кавказа. Еще 3-4 года назад само совещание, сам круглый стол по подобным вопросам был бы невозможен. Вот. С другой стороны, необходимо подчеркнуть, что несмотря на позитивный характер данного круглого стола, стоит сказать, что с нынешней формулой взаимоотношения центра с Кавказом, с опорой на национальные элиты, с заваливанием Кавказ деньгами и с, скажем так, с позволением национальным элитам делать все, что хочешь, так сказать, за, так сказать, высказывание лояльности центру и за проведение как бы нормальных выборов в пользу федерального центра, да, вот в нынешних условиях улучшение в русском вопросе невозможно. Невозможно. И позиция, которую занимает федеральный центр, это вернуть русских на Кавказ, она недостижима в принципе. В нынешних условиях это является утопией. Сейчас нужно ставить вопрос хотя бы замедлить темпы дерусификации Кавказа. Теоретически, если мы будем проводить подобные круглые столы чаще, я думаю, мы все-таки сможем найти решение. Динамика оттока русского населения с территории Северного Кавказа сегодня настолько высока, что мы можем говорить о том, что в принципе полное обезлюдение в плане русского населения Северного Кавказа стало уже по сути установившимся трендом. Динамика оттока русского населения в разных республиках различна, и в Чечне и Ингушетии она минимальна, но связано это с тем, что и в Чечне и Ингушетии количество русских сохранилось в рамках статистической погрешности. Там же, где русских больше, эта динамика выше. И, в принципе, отток русского населения, это уже, вот, как я уже говорил, такой установившийся тренд. По сути, вот при тех подходах, которые мы наблюдаем сегодня со стороны федерального центра, то есть при полном отсутствии каких-либо шагов к остановлению этого процесса и его перелому, можно вот констатировать, что вот в ближайшие годы, в принципе, русских на Северном Кавказе не останется. То есть это связано с, здесь ситуацию можно переломить каким образом? Либо кардинально взяться за эту проблему на федеральном уровне и поставить эту задачу возвращения русских на Северный Кавказ на уровне национального проекта и инвестировать именно в возвращение русских и поставить основным условием инвестиций на Северный Кавказ – это инвестиции вместе с русскими. Потому как индустриализация, да, и модернизация Северного Кавказа, безусловно, основана на кадровой политике и на кадрах, которые едут, приезжают, в основном прибывают традиционно, и в советский период это было также из территории Центральной России. Но я бы хотел рассмотреть такую ситуацию, которая сложилась по факту. То есть если сейчас совсем никакой стратегии к Северо-Кавказскому региону не принять, то есть оставить все как есть, то в принципе мы вот как раз и оказываемся на пороге того отделения Северного Кавказа, которое нам навязывает под воздействием агрессивного, деструктивного мема «хватит кормить Кавказ». И в конечном итоге происходит приучение, да, населения страны к тому, что мы инвестируем в Кавказ, где нет русских, соответственно, не имеем ни культурного, ни стратегического контроля
зарегистрированы на этой территории, соответственно, эти инвестиции уходят как бы в такую некую черную дыру, которая в дальнейшем нами не контролируется. Вот Бжезинский обозначал Россию в своих работах как черная дыра. Вот по сути нам навязывается мысль, что Северный Кавказ сегодня без русских есть та черная дыра, куда уходят федеральные деньги. Это деструктивный мем, который приведет в конце концов к отделению Северного Кавказа, что для России недопустимо категорически. Но какая-то стратегия должна быть предложена. То есть первая стратегия — возвращение русских на Северный Кавказ, в отношении чего не предпринимается ни одного жеста, ни одного шага. Вторая стратегия — потеря Северного Кавказа вследствие потери культурного и стратегического контроля в результате отъезда русского населения оттуда. И я бы хотел обсудить третью стратегию, третий путь. Это развитие Кавказа без русских. И вот здесь мы должны помнить о том, что и романовская Россия, имперская, и советская Россия, по сути, осуществляла такую принудительную сначала русификацию, а потом принудительную индустриализацию, наполняя Северный Кавказ зачастую искусственно квалифицированными кадрами, педагогами, врачами, инженерами, высококвалифицированными рабочими, которые заезжали по распределению советской системы на территорию Северного Кавказа. Вместе с этими рабочими туда же двигались основные средства. На эти средства строились промышленные предприятия и возрождалось производство. Теперь, наблюдая ситуацию оттока и, как следствие, кадровый голод, в принципе, можно рассмотреть такой вариант деиндустриализации Северного Кавказа. Вариант, рассматриваемый по факту. Это та ситуация, которую я бы хотел как раз обсудить вот с коллегами. Ну, вы знаете, с моей точки зрения, очень важное мероприятие, связанное с тем, что та тема, которая долго была табуирована, именно положение русского населения на Северном Кавказе, в том числе в северокавказских республиках Российской Федерации, оно обсуждается и достаточно жаркая дискуссия. Очень важно ведь говорить о том, что существует, но при этом не переходить на эмоциональные оценки. И это тоже большая наука, это тоже дисциплинирует мысль и дискурс, как говорят ученые. Мне, как представителю органов исполнительной власти, важно было услышать позицию как представителей региональных властей, так и представителей экспертного сообщества, представителей общественных организаций. Потому что, конечно же, позицию региональных властей мы представляем, научного сообщества тоже более-менее представляем, потому что министерство еще в 2008 году проводило масштабное исследование о самочувствии русского населения в республиках Российской Федерации. Причем проводили это в том числе и в соответствии с рядом поручений президента и правительства. И в то же время не всегда нам удается, конечно, услышать позицию людей с мест и представителей общественных организаций. Вот здесь я считаю, что мне, во всяком случае, удалось узнать много интересного из уст представителей общественных организаций, общественных